Привет, друзья! Здравствуйте, намасте! Еду по Анталии на велосипеде. У нас здесь последние дни становится уже жарковато в полдень. Это, конечно, не плюс 46, как в Индии сейчас. Здесь в этом плане без эксцессов такая довольно себе курортная погода. Не забывайте подписываться на канал India Magic TV. Также поддерживайте канал на Distream и Donation Alerts. Ссылка для донатов находится в описании к ролику, а также в прикрепленном мною комментарии. Еду по центральному району Мурат-Паша на, как мне показалось, довольно такую необычную улицу контрастов. На самом деле, по сравнению с Индией, контрастов в Турции не так уж и много. Привет, друзья, намасте, мираба. Я в шляпе хожу, потому что солнышко очень сильное уже. Шляпа защищает меня от солнца. Вот мне очень нравится вот эта улица. Не знаю почему. Она какая-то такая провинциальная, что ли, или деревенская. И в то же время здесь красивые дома. Вот, например, слева от меня очень красивая большая мечеть. Смотрите, какая классная, красивая мечеть. А нравится мне эта улочка, потому что здесь вот такие домики. Смотрите, друзья. В основном по правой стороне этой улицы здесь вот такие домики. Я не знаю, как называется улица. Здесь в Анталии нету названий у улиц. Они под номерами просто. Вот сколько я видел адресов разных у людей. Ну, где-то вот пишу свой адрес, например, где я живу, чтобы получить что-то по почте. У меня вместо названия улицы просто номер этой улицы. Написано улица и номер этой улицы, и номер дома. А названия улиц-то и нету. Смотрите, какие классные домики. Очень нравятся мне такие домики. Хочется зайти и посидеть там внутри. Посмотреть, кто там живет. Вот такой вот тоже домик, смотрите. И почему-то чем-то на Индию напоминает. Там тоже в Индии вот есть такие вот такого плана домики. А это просто сад. Сад. Чей-то отгороженный такой. Вот, смотрите. Это сад, да. Какие-то растения растут. Вот красивое дерево с красными цветами начинает цвести. Поворачиваем камеру налево. И здесь современный вот такой жилой комплекс с большими домами. И тоже очень красивые деревья цветущие. Они красивые, но у многих людей аллергия на пыльцу сейчас в это время. Вот еще вот такой интересный домик. Из тех, какие мне нравятся, которые похожи на индийские. Вот такой. Если вот я так смотрю на него, так вот больше никуда не смотрю, то как будто я в Индии. Но вот это уже не похоже на Индию. Смотрите, вот эти дома. Да. А если направить камеру на другую сторону улицы, то как бы попадаем вообще в другое время. Вот домик тоже классный. Он осел вот такой как-то, он с наклоном таким. Видите, он кривой. Но он классный. Похожий на ромашки. Ромашки. А домик покосившийся вообще. Смотрите, какой он. Сейчас ощущение, что он развалится. Вот он, вот на эту сторону так накренился. И можно пройтись. Вот здесь тетушка с ребеночком. Запах такой вот этих ромашек обалденный. Смотрите, друзья, здесь прямо целая поляна этих ромашек. Очень красиво. Вот так можно. Какой запах. Вот с этой стороны, если посмотреть на этот покосившийся домик, он просто утопает в зелени. Это очень красивое дерево с красными цветами. И здесь вот такие ромашки. Очень хороший запах, но у некоторых людей бывает в это время аллергия на пыльцу. Даже у меня как бы нет аллергии в основном. Но как-то я гулял в районе старого города, там где пристань. Вот эта старая пристань, старый порт. С такими под пиратские корабли туристические сделаны. И был очень сильный ветер, и, видимо, какую-то пыльцу, ее было очень много в воздухе. Я закашлялся так, что я думал, я задохнусь. У меня такое впечатление, что что-то попало в горло прямо туда, внутрь. Я не мог даже вздохнуть. Вот так кашлял. И не мог прокашляться. То есть, представляете, вы кашляете, а прокашляться как бы не можете. То есть на велосипеде нельзя было заехать на эту лестницу. Нужно было велосипед на себе тащить как бы. Он довольно тяжелый. Килограмм, наверное, 25 весит. С батареей, с мотором. И поднимаешь его, эта лестница крутая, надо было подняться на лестницу. Когда физическая нагрузка, вы начинаете как бы усиленно дышать.
И вот эта пыльца попала туда куда-то глубоко в легкие. Вот, смотрите, побежала курочка. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко, пойдем в гости к Рокси. Не хочет курочка в гости к Рокси. Еще один домик покосившийся, друзья, смотрите, как классно. И на крыше даже у него растет трава всякая красивая. Да, вот такой домик. Но, тем не менее, вон счетчик там электрический, флаг Турции. И вот в окно можно заглянуть, есть ли там что-то внутри, но я не... Я чуть не снес головой вот эту вот, как это называется, крыша, рамада. Вот тоже домик. Вот эта часть улицы справа, она вся состоит из старых домов. Вот тоже домик, но он в нормальном состоянии. Видно, что здесь люди живут. И дальше вот тоже домик, тоже покосившийся. Вон, я смотрю, стена наклонилась под углом 15 градусов. Но там ходит курица, и там сидят люди во дворе. Я сейчас видел этих людей, вот их машины. Тем не менее, вот покосившийся домик, но машины стоят. Их или не их, не знаю. Вот еще домик. Тоже немного покосившийся. Очень колоритно. Как-то по-деревенски. И машина какая, смотрите, друзья. На что похожа машина, что вам напоминает. А слева вот такие дома. Новые, современные, красивые дома. И вот если жить в таком новом доме, из балкончика на балкончик выходить и смотреть можно вот сюда, на противоположную старую часть улицы. Вот бабушка там, видите, люди пошли внутрь. Вот их домик. Но вот этот домик в хорошем состоянии. Я вот в таком бы хотел жить, в маленьком одноэтажном домике своем. Очень, очень кайфово на самом деле. Положили камешки, чтобы отгородить, так сказать, часть, чтобы не заезжали к ним машины туда, близко к дому. Вот так, да, напоминает чем-то Индию, друзья. И одновременно Владивостокскую деревню где-то под Владивостоком. Напоминает мне какой-нибудь Шкотово. И запахи такие деревенские. Вон курочки ходят. Смотрите как. Я специально сюда приехал, чтобы вам показать эту улицу. Ну, наверное, таких улиц много здесь в Анталии. Если поездить специально на велике, поискать что-то вот такое экзотическое, то, наверное, можно найти много таких мест. Потому что тут реально среди новых домов, вот среди вот таких вот современных домов всегда встречаются какие-то старые домики. Их особо не сносят, не убирают. О, давайте пройдем, смотрите. Буйная растительность, такие зеленые деревья. Здесь можно пройти. Немножко, конечно, замусорено. И куда я попаду, если пройду? Ну, вот такое место. Очень много деревьев. Какие-то это плодовые деревья, мне кажется, это. И их посадили специально. Просто сейчас не сезон для плодов. А здесь вот такие растения. Друзья, смотрите, как какой-то, как бамбук какой-то зеленый. И выходим мы к еще одному покосившемуся классному домику. Вот. И домик еще один покосившийся, старый, заброшка. Вот такая турецкая, друзья, заброшка. Прикольно. Смотрите. А здесь, видимо, горело. Подожгли. О. Вот это да. Да, здесь горело. Крыша черная, стекла выбиты. И опять ромашки. Кто-то здесь жил, все забросили. Наверное, переехали куда-то, а это оставили просто. Бросили дом. Ну а вот эти спальные районы, вот эти дома, они типовые. Ну, конечно, они друг от друга отличаются чем-то. Раскраской, там, немножко архитектурой. Но, в принципе, они очень похожи, все вот эти дома. Сейчас такая часть улицы, идем вот слева. Большие дома. Новая, а справа вообще ничего нет. Просто поля с ромашками. Желто-синие. Если на небо посмотреть и на эти ромашки, смотрите, друзья. Желто-синий цвет. Очень красиво. И пальма вон там стоит.
Это жилой комплекс. Видите, ворота. Здесь уже высокие дома. Давайте посчитаем, сколько этажей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 этажей. 10 этажей фактически, потому что здесь, так же как и в Индии, первый этаж не считается. За первый он считается нулевой. В Индии называется земляной, а здесь он называется нулевой. Опять вправо, если пройти, углубиться, то попадаем опять в поле из ромашек. И там еще один покосившийся домик, вон там слева. Вон, ну там чья-то машина стоит даже. Я вижу, я туда не пойду уже, потому что там, наверное, люди живут. Скажу, что ты снимаешь наш дом покосившийся. Вот эти цветы очень классно пахнут. Я нарву сейчас и унизу домой, поставлю. Подарю Рокси цветочков. Букетик для Рокси. Турецкие ромашки. На этой улице на самом деле и хорошо на велике покататься. Она такая более-менее пустынная. Здесь не очень много автомобилей. Наверное, я просто велосипед оставил там на дороге, где трасса, где машины ходят, основная дорога большая. И свернул на эту улицу. Велик там привязал к столбу. Вот хожу, смотрю по сторонам. Друзья, очень хочется домой на самом деле. Во Владивосток. Иногда. Да, здесь какое-то вот такое место. Похоже, здесь сортировка мусора. И запах здесь еще тот. Вот, друзья, помойка. Сортировка мусора я вижу там. Вот за забором. Так, сортируют мусор. Здесь бамбук. Здесь уже точно на Индию похоже. Вот, видите, такой забор. Когда видим такой забор, то похоже на Индию. Вот это школа или колледж какой-то. Ну или какое-то учреждение детское. Потому что написано на турецком, я не разбираюсь. Вот, может, вы прочитаете, кто по-турецки знает. Везде мусорные ящики, вот такие, контейнеры. Через каждые 100 метров стоят эти контейнеры. Поэтому, в общем-то, в Анталии чисто. Видите, друзья? Видимо, тоже старый дом. Вот так его закрыли. Так обтянули этой пленкой. Интересно. А машина стоит. Здесь опять же, смотрите, вон вход в этот дом. Он, затянут какое-то одеяло натянуто. Так, кто-то здесь живет, наверное. Странно. Так, ну, да, там люди внутри. Какие-то парни там сидят внутри. Такое ощущение, что дом брошенный. Выглядит как заброшка, но там внутри есть люди. Да. Странная улица. Вот поэтому она мне понравилась. И странность. Вот еще какое-то такое учреждение. Видите, покосившийся домик. Машина стоит. Вот такие деревья, как бамбук какой-то. Это странная улица. Заканчивается здесь. И я выхожу просто на нормальную улицу. Здесь вот кафе. В начале улицы есть ресторанчик. О, кафе, ресторан. Иногда вот так идешь, вроде место незнакомое. Потом вспоминаешь, что ты здесь был. И я точно здесь был, я проезжал здесь на велосипеде. Потому что я вспомнил вот это место. Видите, какой-то такой. Там купол. Это для ресторанного бизнеса вот это. Вот, друзья, это печки. Скорее всего, да. Это купол для использования в ресторанах. Вот вы можете приобрести такой купол. И зимой, если ветрено, холодно, в зимнее время поставить его на улице, на территории своего ресторана. Внутри они ставят столики. И здесь люди сидят внутри этого купола. Снаружи может быть там, даже, наверное, снег может свалить снаружи. Просто поставить печку там внутри. Обогреватель какой-то ставят. И может быть дождь снаружи или холодно, ветер. А вы сидите там и любуетесь непогодой изнутри под куполом. Вот такая идея хорошая. Я много раз видел здесь такие, как они используют их, эти куполы. Это, наверное, сам магазин вот этот, где продают все эти штуки для ресторанного бизнеса. Красиво как сделаешь шарами. Оказывается, здесь есть ванны. Все-таки в Турции. Да, ванна. Ой, какой красивый магазин сантехники здесь. Да, это сантехника.
Все такое красивое. А я ж помню, у нас, допустим, во Владивостоке, в магазинах, где сантехнику продают, очень много турецких товаров, которые отсюда привезены, из Турции. То есть они вот делают вот это очень круто. Турки молодцы. Это вся турецкая сантехника, она качественная и недорогая. Сегодня суббота. Видите, как мало людей в субботу на улицах Анталии. Наверное, все где-то на море, на пляже отдыхают. Экзане — это аптечка. Вот сегодня она работает в субботу, а завтра, в воскресенье, она не будет работать, потому что по воскресеньям все аптеки закрыты. Вот это супермаркет одной из сетей. Здесь столько много этих сетей, и они прямо вот рядом друг с другом находятся. Это А101 супермаркет, есть еще БИМ, есть еще ШОК, Тахтакале, Мигрос. Очень много, еще много я вот так не запомнил просто названий. И вот тоже, смотрите, как интересно, новые дома, а прямо посередине вот этого места вот тоже старый покосившийся домик. И никто не сносит, никто не убирает, в принципе, мне нравится вот так. Магазин для животных, пет-шоп и одновременно ветеринарка. Больничка для... это даже просто ветеринарка. Это ветеринарка, больничка для животных. Что? Рыжий котик. И они здесь все дружат. Они дружат все. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Пойду в супермаркет зайду уже. А то облаяли. А котик там с собаками и ничего. Вот такой домик тоже. Покосившийся слегка. Курочки ходят. Ко-ко-ко-ко. Красивый петух какой. 3 черных курицы. Вот такой домик красивый. И домик под деревом. Дерево тоже очень красивое дерево. Смотрите, какое классное. Вообще дерево супер. Вот это дерево. А домик закрыт. Замок. Вот непонятно, живут там или нет. Скорее всего живут, потому что курицы. Вон чьи-то сандали стоят. Вместо двери натянута пленка. А вокруг вот такие новые дома. А здесь у них сад, смотрите, друзья. Вот домик, да, вот этот. Вот от этого домика. Это вот их сад. Вся территория. Очень колоритный городок. А говорят, Стамбул еще колоритней. Там вот много таких мест. А Стамбул древний город тоже. Ну, вообще-то Анталия тоже древний город. Здесь 1000 лет назад жили люди. На розы похоже. Но не пахнут. Но похоже. Возвращаюсь, друзья, по этой же самой дороге. Сейчас сходим куда-нибудь еще. Может быть, сходим пообедаем с вами в какую-нибудь кафешку. Катался, друзья, вот в этом районе на велике. Смотрю, опять рынок. Похоже, здесь вот в каждом районе вот такой рынок. Он больше, чем тот, который я показывал вам в прошлом ролике. Вот чисто по площади он гораздо больше. Здесь тоже вот прямо между Мираба, между домами, как бы, на площади. Вот такой огромный хороший рынок здесь и в этом районе. Ну, это какой это район? Это где-то, наверное, в районе остановки трамвая Майдан. Есть такая, Майдан называется площадь. Вот, наверное, как раз это и площадь здесь вот, этот рынок. Еще одежду продают, яйца продают. Вот арбузики. Арбузики. Сезон рынков у нас. Есть одежда. Посмотрим, что здесь из одежды, кстати. На том рынке, в прошлый раз, где я был, там не было одежды. Все есть, смотрите. Такие классные штаны. Летние для пляжа. Отлично. ХБшка. Носочки. И смотрите, какой здесь район. Какие здесь дома. Многоэтажки. Вот такие. Можно выбирать то, что вам нравится. У меня уже много всяких штанов я набрал. Мне ничего не надо. Вот шорты есть. Смотрите, какие неплохие, кстати, шорты. Смотрите, сколько орехов. Фундук. Разные орехи, какие-то цукаты, грецкие орехи.
Вот богатая страна на еду. Здесь молочка, приправы, яйца, маринованные вот эти штуки. Ну, как обычно, на любом рынке. В принципе, ассортимент он одинаковый везде. Цены тоже примерно одинаковые. Просто какой-то рынок больше, какой-то меньше. Как ориентир, где этот рынок находится, вот красивая мечеть. Прямо площадь напротив мечети. Вот я сегодня такую дыньку купил в супермаркете. Здесь наверняка они дешевле. Дыньки очень вкусные. Можно сейчас одними дыньками питаться. Сделать такую разгрузку для организма. Мираба. Хорошие ребята. Мне вот у них нравится зелень, вот эти салаты такие классные. У меня сейчас есть посуда там, где салаты делать. Наверное, надо купить салатов этих и намешать себе такой салат. Мне что-то захотелось пойти съесть вот этого тако мексиканского, вегетарианского мексиканского тако. Очень вкусные, друзья, вот эти штуки. Я, наверное, поеду сейчас, поем тако или завертончик там вегетарианский с чикафте. А потом сюда, может, вернусь и куплю себе овощей. Ну, перед тем, как домой ехать. Такой завертон обалденный. Вау. Друзья, это нечто. Вот это все он положил, что здесь есть. Видите, вот. Все. У ребят у этих сеть вот этих магазинчиков. В Каньялты мы с вами, когда я ездил туда, на пляж Каньялты, ну, далеко отсюда, 10 километров, я там тоже вот в точно таком же кафе ел что-то, не помню что. Здесь можно тако заказать, но я взял завертон сегодня. Вот. Завертон, конечно, мега завертон, вегетарианский абсолютно, с чикафте и куча всяких салатов там. Стоит что-то рупий, говорю, лир около 20 он стоит. Ну, такая быстрая вегетарианская еда. Привет, Рокси. Рокси у нас спит. Спит. Она не любит, когда я ее бужу. Толстая кошка. Она немножко на диете. Я уже стараюсь не перекармливать ее днем. Я стараюсь кормить ее утром и вечером. Ну, она в прекрасном состоянии на самом деле. Друзья, живет она у меня уже 3 месяца. Так вот она любит меня кусать потихоньку. Еще она любит меня держать за руку своими коготочками. Так вот держит меня за руку. Она засыпает прямо на ходу. Да, вот так. Угу. Вот. Что ты делаешь? Не поцарапала, нет. Видите? Хорошая кошка. Вот. Но я предпочитаю ее не приучать играть с рукой. И мы играем вот этой расческой. Вообще-то она очень любит, когда ее чешу этой расческой. Вычесываю ей волосы лишние. Она линяет сейчас. У нас жарко становится. Ну и вот так она любит этой расческой играть. Мы с ней играем в футбол расческой. Вот она вот так вот мне кидает расческу, а я ей, это так она мне ее дает, а я ей. Раньше она не играла, вот когда только пришла ко мне, она спала. Сейчас она расслабилась немножко, привыкла жить дома, не хочет ходить на улицу вообще, еще не хочет из комнаты выходить, даже клубок собрал этих волос у меня, спрессованных. Вычесываю и в клубок вот так. Эй! Зверь. Камышовый кот. Полотенце специально я ей купил. Это ее полотенце. Она на нем спит. Повытягивала здесь все, видите, уже когтями. Но больше она ничего не портит. Никакую ни мебель, ни другие одеяла. Это вот ее полотенце, и она его знает и на нем спит. Мистер Шанти не дает спать, да? Ладно, давай почешу. Она любит, вот. Это она любит. Это ее любимая. Давай подбородок. Вот так. Шейку.
А усы какие длинные нашей кошки. Усатая.